Все компоненты добавил. Теперь нужно хорошо все перемешать. Поливаем равномерно. Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу об одном очень интересном составе для подкормки чеснока. Особенно для чеснока, который пожелтел вследствие неблагоприятных погодных явлений, которые у нас недавно произошли в Московской области, ну и не только в Московской, и в других областях Центральной России. Прошли достаточно сильные заморозки ночные, до минус 3 градусов. Это все было в течение недели, то есть достаточно длительный срок был плохой погоды. И в один из дней у нас выпал сильный снегопад, и снежный покров установился примерно в 5 сантиметров толщиной, то есть, снег вот на этой грядке лежал еще совсем недавно снег. Естественно, чеснок остановился в росте, часть листьев пожелтела, видно, что вот особенно нижние листочки пожелтели. Чеснок очень ранняя культура, рано выходит из земли, буквально вот снег сошел, он прорастает, поэтому, естественно, такие вот погодные явления, они ему приносят достаточно серьезный ущерб для молодой листвы, но тем не менее чеснок не погибает, но все-таки требует определенного ухода. И сегодня я вам дам состав, который состоит из 3 составных частей, из 3 ингредиентов. Это будет органоминеральная подкормка, в составе которой будет азот и еще очень интересное натуральное вещество. Вы удивитесь, чем можно чеснок восстановить от пожелтения листьев. Абсолютно натуральный препарат. Такую подкормку и обработку одновременно можно сделать дважды. Если у вас растения совсем ослабленные, плохо растут, лист желтеет на чесноке, то такую подкормку можно сделать с интервалом в 10 дней либо в 2 недели. В зависимости от состояния подкормили, посмотрели, как начал чеснок развиваться, как он усвоил вот эту вот все макро- и микроэлементы, которые содержатся в этой подкормке. И в дальнейшем, если все-таки рост еще слабый, состояние не особо сильно улучшилось, можно такую подкормочку повторить. Подкормка будет корневая. Перед этим нужно полить грядку с чесноком. Сегодня утром у нас прошел дождь, поэтому поливать я предварительно не буду. Земля влажная. Сейчас приготовим состав и подкормим чеснок от пожелтения листьев и для хорошего роста. И также для восстановления после неблагоприятных условий. Первый элемент, который я добавлю в лейку, это будет азотосодержащее удобрение, аммиачная селитра. Из расчета 2 столовых ложки, можно с небольшой горочкой, на 10 литров воды. Азот — это основной макроэлемент, который в весеннее время нужен большинству растений для лучшей вегетации, лучшего старта, для набора зеленой массы. Второй компонент в данном растворе будет также минеральное удобрение, которое называется сульфат магния. В его составе содержится магний и сера. Эти макроэлементы способствуют профилактике пожелтения растений. Вот даже на пакетике с удобрением написано: пожелтение между прожилками, мелколиственность, мраморность, скручивание листьев, замедление роста. Вот это удобрение, оно способствует снятию всех вот этих негативных показателей на растениях, которые, вот, например, на чесноке это очень хорошо видно. Он страдает, желтеет в весенний период, особенно когда попадает под неблагоприятные природные условия. Поэтому сульфата магния в данном случае я в 10 литров воды добавлю 1 столовую ложку, может быть, с небольшой горочкой. Третьим компонентом в данном составе будет цветочный мед. Главное, чтобы он был хорошего качества, натуральный, естественно. Мед — это природный регулятор роста, стимулятор роста. Его часто используют при укоренении черенков, в том числе виноградных черенков. Он хорошо работает по растениям, особенно по ослабленным растениям. Мед можно использовать как для опрыскивания по листу, об этом я уже показывал вам видео. Очень хорошо он работает для
обработки смородины для повышения урожайности и улучшения завязываемости ягод, чтобы не осыпались завязи. Ну а также можно его использовать и при подкормках корневых, в том числе и чеснока. Это очень хорошо работает, снимает стресс у растений, особенно после вот таких неблагоприятных погодных явлений, когда растения попадают под ночные возвратные заморозки. Меда нужно 2 столовых ложки на 10 литров воды. Я отмерил в такой стаканчик, и сейчас я это количество меда растворю в лейке с водой. Сделать это будет не так-то просто, поэтому рекомендую вам, конечно, предварительно мед растворять отдельно в литровые баночки с теплой водой. Все компоненты добавил. Теперь нужно хорошо все перемешать. Итак, удобрение готово. Кстати, все эти компоненты удобрения, в том числе и мед, очень хорошо растворяются в воде. Чтобы это сделать быстрее, естественно, лучше это сделать в отдельной емкости, как я уже говорил ранее, в литровой баночке. Предварительно растворяем препараты, удобрения и потом просто добавляем 10-литровую лейку. Поливаем чеснок в междурядье вот таким образом. Поливаем равномерно, стараемся все это сделать. Можно одевать на лейку ситечко, это тоже будет хорошо работать. Поливать лучше в вечернее время, вот сейчас вечер, солнце на закате, чтобы при попадании капелек воды на листья не образовывались ожоги. Всем большое спасибо за просмотр, хороших вам урожаев!